So what are the factors that affect brain development? Итак, что за факторы влияют на развитие мозга? Well, we spent this morning talking about factors that occur after birth, when children don't have the ability to develop that one-to-one relationship with a caregiver. Но вот сегодня утром мы говорили про то, что случается с развитием мозга после того, как ребенок рождается, если у него нет одного ухаживающего взрослого, с которым у него контакт. But when we bring a child into foster care, we have to recognize there are some things that we have no control over. Но мы должны понимать, что когда ребенок попадает в приемную семью, есть какие-то факторы, которые мы не можем никаким образом контролировать. Now, obviously, children come with the DNA that they inherited from their families. Ну, например, эти дети, они уже унаследовали ДНК от своих биологических родителей. And also there's the intrauterine environment that we can't control, that where the mother may not have had good nutrition or may have used alcohol or drugs. А также мы должны понимать, что мы не можем никаким образом влиять на внутриматочную среду, на то, как ребенок развивался во время беременности, например, что мама, возможно, не доедала, либо употребляла какие-то стимулирующие наркотические вещества. And there may have been a difficult delivery where the baby could have been deprived of oxygen. А также, возможно, были сложные роды, возможно, было недостаточно кислорода во время родов для ребенка. So not everything that we see in our children, the problems that they have, may have come from the environment after birth. It could have come before birth. А также очень многое, что повлияет на развитие ребенка, происходит не после рождения, а во время рождения. But there are three things that are very, very important after birth that we'll talk about. Но есть еще три фактора, которые очень-очень важны после рождения. Сегодня про них мы поговорим. And these are nurture, the diet or the nutrition of the child, and infectious diseases. И это воспитание, диета, а также инфекционные заболевания. So we humans are designed to be taken care of by a specific loving individual. Could be a mother, could be a father, as Christine said, a babushka, and anyone could take care of us as long as they love us and provide good care. Мы, как люди, мы запрограммированы, мы созданы для того, чтобы о нас кто-то заботился. Это может быть мама, или папа, или приемные родители, или, как Кристин говорила, это может быть бабушка. Но главное, что мы запрограммированы на том, чтобы у нас был кто-то, кто с любовью к нам относился и с кем у нас был контакт. And our brain expects that care in order to develop normally. И наш мозг, он ожидает, что такое ухаживание, оно будет присутствовать для того, чтобы развивался мозг, ему это необходимо. And that one-to-one relationship is important because it decreases the effect of stress that we all experience. И такие отношения ранние, они необходимы для того, чтобы у нас снижался уровень стресса, когда мы развиваемся. Now, we all experience stress in our lives. Но мы все абсолютно в какой-то момент своей жизни испытываем стресс. The alarm goes off in the morning, we have to get up, we have to get ready to leave, we have to get our family ready to go to school. All of that is stressful. Ну вот, например, с утра будильник звонит, нужно себя собрать, семью собрать, приготовить что-то, одеться. Это все достаточно стрессово. We go to work, we have a stressful day, but we can come home and we can have a husband or our children to buffer that stress for us. И вот мы идем на работу, и, возможно, там тоже был достаточно тяжелый день, и там было достаточно много стресса, и потом мы возвращаемся домой, а там, возможно, у нас есть муж или жена или дети, которые помогают нам справиться с этим стрессом. So the day-to-day stress of life doesn't get us down. We're able to tolerate that. И так получается, что вот такие вот обычные каждодневные переживания и стресс, мы можем с ним как-то справляться, мы можем через это проходить.
проходить. And babies are that way too. They feel stress, but what they have is that caregiver, that mother that comes and soothes them and reduces that stress. И младенцы, они такие же, как мы, как взрослые. Они тоже переживают достаточно много стресса в течение дня, но у них есть вот этот ухаживающий взрослый, который дает им этот комфорт, и они могут переживать свой стресс и справляться с ним. Occasionally we have more stress. We have a loss in the family or we lose our job. Even in those situations where the stress lasts for a longer period of time, we have those social buffers built into our lives that help us deal with that stress, and babies do too. А иногда стресса становится больше, например, потеря в семье или случается что-то, какое-то серьезное неприятное событие или горе. И мы с этим тоже можем справляться, и мы тоже используем разные социальные, эмоциональные буферы, которые помогают нам проходить через такие события в жизни. И то же самое происходит с младенцами. So for all that stress that occurs during the period of infancy, that caregiver is there to make sure that that child knows that someone cares for them, that reduces that stress for them, and to make sure that it doesn't cause long-term physiologic changes. И вот также у младенцев, когда они проживают различные стрессовые ситуации, это очень важно, чтобы они знали, что у них есть ухаживающий взрослый, который поможет им пережить все эти события в их жизни и не без какого-то серьезного физиологического вреда. If there is no caregiver there and the stress continues, then there's no buffer for that child to help recover. And that's when it causes long-term physiologic changes. Если нет ухаживающего взрослого рядом для младенца, то нет ничего, что может помочь ему справиться с тем стрессом, через который он проходит. И в итоге получается, что наносится вред, который уже не вернуть. And that's when it causes abnormalities in brain development. И это как раз приводит к нарушениям в развитии мозга. So when we look at children coming into foster care in the United States, what kind of problems do we see? И вот когда мы смотрим на детей, которые попадали в учреждения или приемные семьи в Соединенных Штатах Америки, вот с какими проблемами мы сталкиваемся? So the one problem we see most commonly is neglect. Чаще всего, что мы видим, это один из главных факторов, это пренебрежение. So those parents have not been nurturing their children. They have not been providing this buffer for them to relieve their stress. Но вот, например, родители не проявляли заботу, и они не помогали ребенку переживать те стрессы, с которыми он сталкивался. And that is one of the major causes of the abnormalities that we see. И это один из главных причин, почему в итоге абнормальные какие-то проблемы начинаются в развитии ребенка. Okay. So the second big problem is nutrition. Вторая большая проблема – это диета, питание. So this is a very compelling photograph of a very pretty little girl in a Kazakh orphanage. Казах? Yeah. Казахстан? Mm-hmm. Вот смотрите, красивая очень фотография девочки из Казахстана. Okay. So there's food there. There's the opportunity to eat. So why do we see nutritional problems? Ну вот вы видите на картинке, видно еду, у нее есть возможность покушать. А почему мы считаем, что тут проблемы с диетой? Well, just looking at the photograph, there are a couple things you can see. Ну вот если посмотрим на фотографию, можно заметить несколько вещей. One is that she's very young. She's only a little over a year of age, and she's feeding herself. Ну, во-первых, ей только чуть-чуть больше года, и вы смотрите, она уже сама себя пытается накормить. She has a spoon that's too big for her mouth. У нее ложка, которая слишком большая для ее рта. And the bowl is very difficult to eat out of without spilling from the spoon. И из такой миски очень тяжело кушать, с такой ложкой, не выплескивая весь суп. Now the bread is fine, but she doesn't really have the teeth to eat it yet.
И хлеб, который она держит в руке, он хороший, но у нее еще нет зубов, чтобы его нормально проживать. And she's sitting on the side of her chair. She's not sitting in the middle of it. So she's spending a lot of time and energy trying to balance on that chair instead of eating. А также она сидит на краешке стула, вместо того, чтобы сидеть посередине стула. Из-за этого она очень много усилий тратит на то, чтобы поддерживать баланс, вместо того, чтобы просто кушать. So if you look at very carefully at what the feeding environment is like within institutional care settings, and this can be the same for home environments too, if it's a neglectful home. И если мы посмотрим на то, какая обычно среда вокруг места, где дети принимают пищу в учреждениях, и такое тоже случается дома. So you can have an inadequate diet. То из-за того, как устроена эта среда, может получиться так, что недостаточное питание не из-за самой еды, а из-за того, как среда устроена. Sometimes children are offered a nutritious diet, but they're not given the opportunity to eat it. И иногда им предлагают, у ребенка есть доступ к питательным веществам, которые ему необходимы, но у них нет средств для того, чтобы их получить. Many of the babies in the orphanage are low birth weight babies that need 20% more calories in order to grow. И многие дети в учреждениях, они рождаются с более низким весом, чем дети в семьях, и, соответственно, на самом деле у них потребности гораздо выше, их нужно кормить еще больше. And they often don't get 20% because every baby in that orphanage gets the same diet. И им нужно около 20% больше еды, но при этом в учреждении они не могут это получить, потому что там очень много детей, и каждому нужно получить свое питание. And some babies are more difficult to feed. They have cleft lips, they have cerebral palsy, they can't swallow, and the time that the caregivers have to feed those children is often inadequate. А также в учреждениях достаточно часто у детей могут быть проблемы с глотанием, у них, возможно, есть еще какие-то нарушения развития, например, церебральный паралич, соответственно, человек, который ухаживает за ребенком в учреждении, ему нужно тратить еще больше времени для того, чтобы накормить ребенка. Some children who live in chaotic, dysfunctional families don't have the opportunity to eat. А также хаотичная и чересчур структурированная среда в некоторых семьях тоже не позволяет нормально питаться. And sometimes children in orphanages that are overly regimented don't have the opportunity to eat when they're actually hungry. А также, поскольку слишком сильный режим очень часто в учреждениях, очень часто дети не могут кушать тогда, когда они на самом деле хотят есть. One of the things that we did is we looked at the level of not only macronutrient deficiencies but micronutrient deficiencies in children who came out of adverse caregiving situations. И вот одно исследование, которое мы проводили, это мы посмотрели на дефицит питательных микроэлементов у детей, которые переживали какие-то неблагоприятные условия в своей жизни. So it's not just protein, fat, and carbohydrate that they're lacking, but also these micronutrients such as zinc, vitamin D, iron and iodine. Ну, то есть мы посмотрели не только на то, что, как, например, как они получают белки, углеводы, жиры, мы еще посмотрели на микроэлементы, такие как цинк, витамин D, железо и йод. And this varied tremendously around the world, where some countries, especially if they're in northern latitudes, will have low vitamin D levels, whereas others will have normal vitamin D levels if they're in areas with lots of sunshine. И так получилось, что мы посмотрели, что по разным странам очень сильно отличаются результаты. Например, на севере очень часто очень недостает витамина D, а в южных странах бывают дефициты каких-то других микроэлементов. And all of these elements are very, very important in terms of normal body development and normal brain development. И все эти микроэлементы, они очень важны для развития, как и физического развития тела, так и для развития мозга. So the third thing that's very important is a high incidence of infection in kids in institutional care. А также третий фактор, который очень важен, когда мы говорим про развитие детей в учреждениях, это инфекционные заболевания.
We know that if you put a lot of children together in a single room, that they're going to share the diseases they catch. Мы знаем, что если много детей посадить в одну и ту же комнату, они все поделятся со всеми своими болячками и инфекциями друг с другом. You know, if you send your child to daycare or if you send them to the first few years of school, that your kids are going to get sick a lot more often than if they stayed at home all the time. Но мы знаем, например, что если мы отправляем ребенка в детский садик или в школу, то они будут заболевать гораздо чаще, чем если бы они оставались в семье. And that's because they're exposed through their friends at school or in daycare to a lot of infectious diseases, and the same thing happens in orphanages. И это потому, что они очень часто проводят время с другими детьми, и, соответственно, они подвержены всем вирусам, всем инфекциям, которые во всем классе есть. И то же самое происходит в учреждениях закрытого типа, как дом ребенка и детский дом. So what happens when you have an infection? Итак, что же происходит, когда кто-то получает заболевание инфекционное? Well, if you have intestinal infections like diarrhea or parasites, that will inhibit the absorption of important nutrients. Но вот если, например, инфекция у нас затрагивает желудок и, например, диарея или что-то такое, то это препятствует всасыванию полезных питательных элементов в организм ребенка. And so what happens when you get infected is you run a fever. И когда у нас инфекция, у нас температура повышается. And that takes energy. А это забирает нашу энергию. And that's energy that's diverted away from growth. И получается, что эта энергия забирается от того, что она должна была быть направлена на рост, но ее мы забрали. So children with chronic inflammatory disease, they don't grow very well. И получается, что дети, у которых много воспалительных процессов, они не очень хорошо растут. And then we also have elevated mediators of inflammation. А также есть токсический эффект разных медиаторов инфекций, воспаления. And these inflammatory mediators can also have direct toxic effects on brain development. И вот эти вот медиаторы воспалений, у них может быть токсичный, они могут токсично влиять на развитие мозга. And with lots of respiratory diseases, kids develop chronic ear infections, and that chronic ear infection can lead to hearing loss. А также много воспалительных процессов, особенно если это ухо, горло, нос, могут приводить к нарушению слуха. And that can deprive them of normal sensory input into their brain. А это значит, что они могут не получать нормальной сенсорной информацию через уши и не могут развивать эти области мозга. So if we look at the cascade, Но вот если сейчас посмотрим на вот эту иерархию, so we have early childhood adversity. но вот сначала у нас неблагоприятный опыт в детстве, We get toxic stress, который приводит к токсическому стрессу, malnutrition and infection. недоеданию и инфекции. And what happens to the brain? И что в итоге получается с развитием мозга? So we have structural alterations in the gray matter and white matter. Получаются структурные изменения белого вещества и серого вещества. And all the problems that we talked about this morning. И вот все проблемы, которые мы уже обсудили сегодня с утра. So for the stress system becomes abnormal. И получается, что система стресса становится ненормальной, нетипичной. And stress hormone levels become elevated. И гормоны стресса увеличиваются, уровень их. And the immune system is compromised as well. И получается, что иммунная система тоже понижена. So all of this all together goes into making the problems that we see in kids who have been either abused and neglected in their birth family or neglected in an institutional care environment. И вот все это приводит к тем нарушениям, развития, о которых мы говорим, когда мы говорим про деток, которые были в учреждениях, либо которых изъяли из семей. So what are the problems that we see in kids that are coming into care, either out of institutions or out of their abusive and neglectful families? И с какими же проблемами мы встречаемся, когда ребенок вот-вот придет в приемную семью, либо из учреждения, либо из собственной семьи, которая создавала ему неблагоприятные опыты, возможно, какие-то травматические опыты до этого?
All right, so we see a whole variety of medical, developmental, and mental health problems. Мы обычно встречаемся с огромным количеством нарушений, связанных с развитием и с психическим здоровьем, и с физическим здоровьем. So there have been 2 studies in the United States looking at medical problems of children coming into foster care. И вот он сейчас будет говорить про 2 исследования, которые были совершены в Соединенных Штатах Америки, которые смотрели на проблемы с здоровьем детей, которые попадают в момент размещения в приемную семью. One is done in Chicago and the other is done in Baltimore, and both showed very high incidence of medical problems. И вот одно из этих исследований было проведено в Чикаго, а другое в Балтиморе, и оба этих исследования показывают, что огромный процент проблем со здоровьем. And these problems could involve just about any organ system. И что эти проблемы, они очень часто на абсолютно разные органы, почти на все органы, которые есть в организме, там могут быть проблемы со здоровьем. But the ones that we're particularly concerned about are the ones that come from the adverse circumstances that they experienced. Но вот на что мы смотрим наиболее внимательно, на то, что происходит после каких-то неблагоприятных опытов в предыдущем опыте. These kids have fractures. У таких детей бывают переломы. These kids have sexually transmitted diseases. Также у них бывают инфекции, передающиеся половым путем. And they have a high risk of lead poisoning because they live in environments where lead paint is a problem. А также у них часто бывает отравление свинцом, потому что они очень часто живут в той среде, где достаточно много свинца. So these kids really are special health care challenges to try and ferret out, try and determine which problems they may have. И это достаточно большая проблема, когда ребенок вот-вот попадет в приемную семью, для врачей сделать полноценное обследование и посмотреть, какие же проблемы есть у этого именно ребенка. So we talked about the mental health problems that kids have and how high an incidence they have coming out of adverse circumstances. И мы уже говорили о том, как часто мы встречаемся с тем, что дети, которые подготавливаются к приему в приемную семью, очень часто у них встречаются проблемы с психическим здоровьем. So it's very important to recognize not only the high incidence of problems, but also how severe they can be. И нам нужно помнить, что это не только мы говорим о том, что это часто происходит, что у детей есть проблемы с психическим здоровьем, а нам еще нужно помнить, насколько серьезные бывают эти проблемы с психическим здоровьем. So 1 out of 7 children coming into foster care had thoughts about suicide. Например, вот статистика их показывает, что каждый 7-й ребенок думал о суициде, который из тех, кто попадает в приемную семью. And 1 out of 14 children have thoughts of killing someone. А каждый 14-й думает о том, чтобы кого-то другого убить. So these are things that demand immediate attention. И это такие вещи, которые нельзя на них просто закрыть глаза. Нам нужно обязательно сразу предлагать какую-то помощь, что-то с ними сделать. So as a pediatrician, we have to decide what kind of approach we have to children coming into foster care. И вот как педиатры нам нужно решить, каким именно образом мы будем находить подход к ребенку, который попадает в приемную семью. And what we want to do is do a multidisciplinary assessment over time of the children's needs. И вот что мы делаем, это мы создаем междисциплинарную команду, которая на протяжении некоторого времени будет наблюдать за ребенком. We want to make sure that on the first visit that they come and see us, that we deal with the immediate health needs that may pose a risk to their health and well-being right then. И мы всегда хотим убедиться, что на первой нашей встрече с ребенком мы посмотрим на все самые главные срочные проблемы, которые могут нанести вред, который уже будет неисправим. So I cannot diagnose everything. Но, например, я лично не могу поставить каждый диагноз. But I have colleagues that can help me do it. Но у меня есть коллеги, которые могут мне в этом помочь. So it's important to have a multidisciplinary team evaluate each child.
Из-за этого очень важно, чтобы была междисциплинарная команда, которая будет проводить осмотр каждого ребенка. So for our initial visits, we want a pediatrician or a general practitioner who is familiar with the problems that these kids have. И вот на первой встрече с ребенком, на первом обследовании, мы хотим, чтобы в команде обязательно присутствовал педиатр или терапевт, который хорошо знаком с проблемой с этой. We want to have an occupational therapist who can evaluate the developmental status of that child. Мы также хотим, чтобы в команде был эрготерапевт, который может посмотреть на поведенческие проблемы. And we want a psychologist with special expertise in young children to evaluate that А child также too. мы хотим, чтобы в этой команде был обязательно психолог, у которого есть опыт, у которого его экспертиза в именно раннем развитии. And during that first visit, we want to evaluate them for important infectious diseases and also their immunization status. А также мы обязательно хотим на первом осмотре посмотреть, есть ли у них какие-то инфекционные заболевания, и посмотреть на историю вакцинации. We want to get laboratory tests and measurements so we know what their nutrition, their growth, and their developmental status is at the time of arrival. А также мы хотим провести все анализы и все измерения, чтобы мы знали, что происходит там с питанием, питательными веществами, а также померить рост, вес, увидеть, есть ли недоедание, есть ли недостаток веса. We want to diagnose hearing and vision problems because they are much more common in kids who have been neglected and abused. Мы также хотим посмотреть, есть ли нарушение зрения и слуха, потому что это очень часто встречается у детей, у которых был неблагоприятный опыт в детстве. We want to evaluate whether they've been exposed to toxins like lead and alcohol. Мы также хотим посмотреть, было ли на них воздействие вредных токсинов, таких как, например, свинец и алкоголь. And it's very important to do a mental health assessment at that point. А также очень важно произвести оценку психического здоровья в этот момент. Now, one thing to remember, at least in the United States, is there are a lot of barriers for children who have been in neglectful environments for getting care. И вот нам нужно не забывать, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах есть очень много разных препятствий для того, чтобы ребенок, попадающий в приемную семью, получал настоящий хороший осмотр медицинский. Oftentimes we find that we don't really have the healthcare information that we would normally like to have. Очень часто, например, это нехватка информации. Нет той информации, которая нам нужна для того, чтобы произвести осмотр. We often don't know much about the pregnancy, whether the baby was a preterm baby or a full-term baby, what immunizations that child has had, and what the medical history has been. Очень часто мы не можем получить доступ к информации о том, как проходила беременность, про то, когда родился, на каком сроке родился ребенок, про то, какая медицинская история у ребенка, были ли произведены какие-то вакцины. So we have to be very, very careful and try and get all the information we can, but we have to fill in the history sometimes over the course of time with information that may come in at a later point. Так что нам приходится работать с недостающей информацией, и иногда мы стараемся в итоге найти эту информацию, добавить ее уже в анамнез, в медицинскую историю, записать уже позже, если вдруг мы узнаем какие-то детали. It's a challenging group of kids to take care of. Это очень тяжело работать с такой группой детей. So what kind of problems do we see in kids coming to our clinic? Вот, например, с какими проблемами мы встречаемся у детей, которые приходят в нашу клинику? The most common problem we see is abnormalities in growth. Самое частое, что мы видим, это низкий рост. And while we see problems with infectious diseases, И хоть мы еще встречаемся с инфекционными заболеваниями, it's problems with hearing and vision, chronic ear infections, and speech that are even more common. Вот что чаще всего мы встречаем, это проблемы со зрением, речью, хронические ушные инфекции и проблемы со слухом. Okay, so this is a slide I show very frequently at conferences. Have people seen this before? Raise your hand. Вот я очень часто показываю этот слайд на конференциях. Если вы уже видели, поднимите руки. Okay. So you can't give hints as to what the answers are. Подсказывайте никому, если вы знаете, что уже за ответом.
All right, so you can look at growth curves and you can see children that are small, but it doesn't really compare to the dramatic differences that you see in children who have been severely neglected and abused and how small they can be. Ну вот вы можете увидеть, вы видите на картинках, насколько сильно ниже рост у детей, у которых были очень серьезный травматический опыт в детстве. So that's an 11-year-old girl, Вот это, например, девочке 11 лет, and that's a 14-year-old а girl, вот этой девочке 14, and that's a 17-year-old girl. а вот 17-летняя девочка. And these were in the worst Romanian institutions. И это вот в одних из самых худших учреждений, которые он видел в Румынии. And you can see how profoundly affected. They're half the size that they should be. И вот вы видите, насколько сильный эффект. Они примерно в половину ниже у них рост, чем должен быть в этом возрасте. And most people would guess that the girl on the right is really a boy because there are no evidence of puberty yet. И многие, например, подумают, что вот девочка справа, что это мальчик, потому что нет еще никаких признаков полового созревания. So growth and development is very profoundly affected by institutional care environments. И вот мы на этих фотографиях видим, насколько сильное влияние помещения в учреждение на развитие детей. So we also see lots of problems with vision and hearing problems. Мы также встречаем достаточно часто большое количество проблем с слухом и со зрением у детей. So the one on the left is strabismus or crossed eyes. The one on the right is hearing problems, and the kids in institutions have a much higher incidence of both of these problems. Вот на графике можно увидеть с этой стороны косоглазие, с другой стороны нарушение слуха, и как часто это встречается в типичном населении и в детях, которые были в учреждениях и попали в приемные семьи. And it's very interesting because when kids have sensory disabilities like vision and hearing problems, they also have much higher developmental problems that go along with that. И это достаточно интересный факт, потому что нам нужно помнить, что если у ребенка есть нарушения, которые связаны с обработкой сенсорной информации, это сильно влияет на развитие ребенка. So it's not just damage to the brain development, it's damage to the sensory input to the brain that can cause problems too. И что проблема не только в том, что со зрением проблема или со слухом проблема, а еще проблема в том, что это не дает развиваться этим областям мозга и не дает получать необходимую сенсорную информацию. There's a whole variety of infectious diseases that we see more commonly in children coming out of neglectful environments. А также мы видим в нашей клинике, что дети, которые приходят, у которых был неблагоприятный опыт, у них гораздо чаще бывают инфекционные заболевания. And it's important to diagnose these because many are treatable. И очень важно поставить диагноз и узнать, если они есть, потому что очень многие из них можно вылечить. And in other situations, you can immunize the family against those conditions to prevent them from transferring the child's disease to the rest of the family. А также очень важно это узнать, потому что таким образом мы можем узнать, возможно, нам нужно давать вакцины остальным участникам этой семьи приемной, чтобы заболевания не распространялись дальше. The other problem is fetal alcohol spectrum disorder. А также еще одни проблемы, которые мы видим у детей, которые приходят к нам в клинику, это расстройство фетально-алкогольного спектра. There have been studies that show that children coming into foster care have a much higher incidence of fetal alcohol spectrum disorder than the general population. Исследования показывают, что что расстройство фетально-алкогольного спектра чаще гораздо встречаются у детей в приемных семьях, если сравнивать с нормальным населением. So, what's involved in a first psychological evaluation for a child coming into foster care? А теперь давайте поговорим о том, какую мы производим оценку психического здоровья на первых этапах размещения ребенка в приемную семью. Well, our psychologist likes to look at three specific areas. Вот наш психолог обычно смотрит на три разные сферы. So the first would be the emotional regulation and ability to form close relationships. Ну, во-первых, будем смотреть на управление эмоциями и способность строить близкие отношения.
And then we're not just focusing on the child, but we're looking at the parent as well. А также мы не только фокусируемся на ребенке, мы еще смотрим на приемных родителей. How able is that parent to understand the child's needs? И мы оцениваем способности родителей понимать потребности именно этого ребенка. And then a baseline assessment of the cognitive domains that a child has. А также мы делаем оценку базового уровня в области когнитивных функций этого ребенка. And in terms of follow-up, oh, did I? Oops. Okay. In terms of follow-up, our psychologist likes to look at social communication, including language skills, understanding social boundaries, attention, and emotional regulation. А на последующих визитах уже к психологу чаще всего мы смотрим на такие вещи, как на социальную коммуникацию, на языковые навыки, на понимание социальных границ, внимание и управление эмоциями. So the important thing is to have them come back to clinic on a regular basis so we can continue to assess their progress. И вот самое главное, это чтобы они приходили на последующие осмотры, и чтобы мы могли смотреть, как они развиваются. So the two things that we look at 3 to 6 months after placement are speech and growth and development. А вот на что мы смотрим через 3-6 месяцев после размещения в приемную семью, это речь и физическое развитие. So there's a very high incidence of speech problems in kids coming out of neglectful environments because they have not had the language exposure that a child in a normal family would have. Вот, например, очень часто есть замедление речи, развитие речи у детей, у которых был неблагоприятный опыт, потому что они не часто слышали речь, с ними не было вербальной коммуникации до этого. So 35% have articulation problems and 62% have general speech delays. This one is about hearing though. Oh, it is? У нас просто слайд не тот, он говорит про речь, а здесь про слух написано. Oh, so the kids that have abnormal hearing, as you might expect, have more problems with Он speech. говорит, что, ну да, естественно, когда есть нарушение слуха у детей, то у них чаще в итоге появляется и нарушение речи, развитие речи. So most of the kids who are brought into foster care have extremely rapid catch-up growth. И очень часто, когда ребенка размещают в приемную семью, он начинает очень быстро развиваться. So these are a group of kids that were adopted from orphanages by families who came to our clinic. Вот это данные детей, которые были которые попали в приемную семью из детского дома в их клинике. So the red is when they first arrived, the yellow is after they've been in their home for 6 months, and the gray is when they've been there for 30 months. Вот на этом графике красным показано это, когда они только попали в семью, потом через 6 месяцев это желтым цветом и через 30 месяцев синеньким цветом. Okay, so for weight and height, catch-up is very rapid, and by the time the kids have been in their families for 2.5 years, they're absolutely at the normal range. И вот через 2,5 года после того, как ребенок был размещен в приемную семью, они уже стали такого же роста и веса, как и все остальные сверстники этого возраста. Head circumference does not catch up as well because we know that brain growth is abnormal from what we talked about this morning. Окружность головы обычно не доходит до типичных сверстников, потому что, как мы знаем, развитие мозга у детей, которые были в учреждениях, обычно никогда не достает до того же самого уровня, что у детей, которые росли в семьях. So growth is one of the things that is most recoverable in children coming into foster care. И рост – это один из тех показателей, который обычно чаще всего догоняет сверстников после того, как ребенок размещен в приемную семью. Most catch-up growth is finished by about 12 months after children arrive. И обычно через
где-то 12 месяцев после того, как ребенок размещается в приемную семью, ребенок уже такого же роста, как все его сверстники. So the kids who grow the best are the ones that are youngest at the time of arrival. И чаще всего те дети, которые быстрее всего растут, это те дети, которые попали в приемную семью в самом раннем возрасте. Interestingly, the ones that are the smallest usually catch up the best. И что достаточно интересно, те, которые были обычно самыми маленькими, они растут быстрее всех. The other interesting thing is that the quality of the environment also determines how quickly kids catch up. А также, что очень интересно, чем выше качество ухода в семье, тем быстрее дети растут. So if a parent is very loving, и, соответственно, если родитель очень любит ребенка, that child will catch up more rapidly. А если они очень заботливы, то ребенок будет догонять в росте быстрее. The other thing is that obviously the amount of calories that kids eat play a role in catch-up growth. А также, что интересно, в нагоняющий рост, быстро добраться до подростков, помогает еще большое количество калорий, если потребляет ребенок. So these kids have huge appetites when they get into their families. И вот дети, которые размещаются в приемную семью, обычно у них просто огромный аппетит. We've had parents come back and say, my child who's 4 years old is eating more than my husband is. И вот к нам приходят родители и говорят, что у меня 4-летний ребенок ест больше, чем мой муж. And we actually measured it, and these kids eat 3 times what a child of their comparable age will eat. И мы все это вот измеряли, и так получилось, что результаты показывают, что некоторые дети едят в 3 раза больше, чем их сверстники той же самой возрастной группы. So we have parents who are very concerned that their child is going to get too fat. И, соответственно, родители у нас некоторые волнуются, что дети будут потом очень-очень толстые. And we have to tell them, no, don't limit what they eat, because this helps them catch up their growth. И мы им говорим, нет, не ограничивайте их в еде, это им помогает догнать тот рост, которого они, по идее, должны были быть в этот момент. So it's very important to let children eat as much as they want during this period of time, or else they won't have that same degree of catch-up growth. Так что очень важно удостовериться, что у ребенка есть вот все это питание, которого ему хочется, чтобы он мог догнать в росте. Yes. So there are some kids that don't catch up quite as well. Но некоторые детки, они не догоняют так в росте, как другие. And these are the kids who are very, very small and very old when they arrive. И это те дети, в основном, которые уже достаточно взрослого возраста, и они очень-очень маленькие. There are also kids who are truly growth hormone deficient or insensitive that would benefit from going to an endocrinologist for growth hormone therapy. А вот некоторых детей, например, очень хорошо бы отвести к врачу, который специализируется на гормонах, потому что, возможно, есть какие-то способы, чтобы восстановить производство гормонов роста. So we say if children are still small 6 months after they arrive, it's important that they be evaluated by a specialist in growth. Так что мы говорим, что если за 6 месяцев после размещения в семью ребенок все еще не догоняет в росте, мы советуем посетить специалиста, который занимается ростом и гормонами. So nutrition is also important to evaluate. А еще очень важно произвести оценку питания. So what happens is that during this rapid growth period, where children are accelerating on the growth curve, they're depleting their nutritional reserves. Потому что важно понимать, это что когда ребенок начинает догонять и очень резко расти, то очень часто они забирают абсолютно все питательные вещества из своего организма. So, for instance, their iron levels may actually get worse during this period of time, even if they're taking a lot of iron. То есть нужно понимать, что даже если, например, у них поступает достаточно много железа с питанием, у них все равно может быть дефицит железа в крови, гемоглобина, потому что они очень сильно растут. So it's very important to monitor them during this period of rapid growth to make sure they do have enough of the micronutrients needed for brain development. Так что очень важно производить все время анализы, чтобы смотреть, что у них есть достаточный уровень микроэлементов, которые необходимы для развития мозга.
All right, one of the things I wanted to spend some time in, I'm not going to go into great detail in all of these. If you want to know more, you can go and look at the presentation on the website. But to talk about some of the common mental health issues. И вот еще одна тема, которую я очень хотела сегодня с вами обсудить, но я не буду рассказывать все детали, потому что у нас не так много времени, но на слайдах, которые будут на сайте фонда, будет больше информации, так что вы можете там все это будет посмотреть. But I don't want to just concentrate on what the child needs. I also want to talk about what the adoptive parents need. Я не хочу только говорить о том, что нужно ребенку. Я бы хотела еще поговорить о том, что нужно приемному родителю. So, adoptive parents need support and education. Например, приемным родителям нужна поддержка и образование. And the person that came up to me before the talk from St. Petersburg and talked about how they're trying to prepare foster families, that's extremely important work. И вот к Дане подошла женщина до начала сегодняшней секции и говорила о том, какую работу они в Петербурге проводят для того, чтобы подготовить приемные семьи. И он говорит, что такая работа, она невероятно важна. It's critical that parents have appropriate expectations of what it's going to be like to be a foster parent. И очень важно, чтобы родители понимали, что их ждет, когда они станут приемными родителями. They need to know what to expect so that they're not disappointed by what they do experience. И очень важно, чтобы у них уровни ожиданий были, чтобы они понимали, чего ожидать, потому что иначе они могут расстроиться, у них ожидания очень высокие, а когда они получают ребенка, рост и прогресс не такой высокий, как они надеялись. So many of the children that are brought into foster care have complicated needs. The children. Например, в его опыте, в его клинической работе, он знает, что дети, которые попадают в приемную семью, у них достаточно сложные, комплексные потребности. And parents need help assessing the needs and finding the services of the children in foster care. И приемным родителям нужна поддержка и помощь в том, чтобы они могли понимать потребности своего ребенка. They also need help redefining the behavioral concerns about the child. А также им нужны стратегии помощи, понимание поведенческих проблем ребенка. Advice on positive parenting strategies and helping children manage transitions. А также им нужны советы по стратегиям воспитания и помощи детям, чтобы справиться с этим переходом в семью. So remember, I talked about the fact that a stable environment is very important for children. So it's very important that families be able to support their marriage so that environment can be stable for the child. А также помните, как я с утра говорила о том, что стабильность очень важна для ребенка, попадающего в приемную семью. Так что очень важно следить за тем, чтобы у семьи была возможность поддержания, например, счастливого брака, чтобы они могли дать эту стабильную среду для ребенка. And if that child does leave the family, parents need help managing the grief and loss around separation from that child. А также, если ребенок в итоге уйдет из этой семьи, либо потому что он вырастет, либо еще по каким-то причинам, нужно, чтобы семье помогали в управлении чувством печали и утраты, когда это произойдет. Okay, if there's one slide I'd like you to remember, it's this one. И вот если есть один слайд, который я хочу, чтобы вы все запомнили из этой презентации, это он. All right. Children thrive in families that do the following. Дети расцветают в тех семьях, где есть вот эти факторы. They have routines. У них есть рутины. They have structure. Есть структура. They have reasonable expectations. Разумное ожидание. They have parents who are nurturing. Родители заботливые, воспитывают. Parents who display warmth. Родители, которые проявляют теплоту. And the absence of violence. А также отсутствие жестокости. Now, with challenging behaviors, this can be difficult. Yes. Yeah. Yeah. That's very true.
We have a lot of families in the United States that have a very chaotic life because they're very Вот busy. у нас в Соединенных Штатах, например, есть очень много семей, у которых очень хаотичная жизнь. Они очень заняты, и у них все всегда по-другому. Moms go to work, dads go to work, they have soccer in the afternoon, they have things to do at night and piano lessons, and they're going all over the place. And kids don't thrive in environments like that. Например, мама работает, папа работает, у них кто-то, потом еще нужно идти на футбол, потом нужно идти на какие-то секции, потом нужно заниматься еще какими-то вещами. Все это происходит в достаточно сумбурном темпе, и в такой семье не всегда у ребенка не получается расцвести. Parents often think, oh, my child has been deprived, I want to provide lots of different experiences for them. И вот, например, они думают, вот ребенок мой приемный, вот у него до этого не было никаких возможностей, я хочу, чтобы они попробовали все. But children do much better in a very stable, regimented environment. А на самом деле дети догоняют в росте и развиваются лучше в такой среде, где есть четкий режим и стабильность. Yep, a stable, dull, boring, stable life. Скучная, стабильная, обычная жизнь. You may not like it, but the child will respond to it. Но ребенку это нужно. Predictable. Wonderful word, yes. Да, отличное слово. They know what's coming. Чтобы они знали, что будет дальше, чтобы им не догадываться. So where am I? This has changed. That's where kids find that's the Okay, all right. Вот звездочки, что why are there stars around the wolf? Why do you have this one? Parents who display wolf in. Oh, I think that's particularly important. Потому что ему кажется, что это очень важно. Это одно из самых важных. Okay. This is challenging behavior. Challenging behavior in foster and adoptive children. А теперь поговорим про проблемное поведение детей в приемных семьях. All right. So these are very common in kids coming into care. Это очень часто встречаемые проблемы у детей, которые попадают в приемную семью. This is often a response that the child has learned because they've been in an abnormal environment, and this is their best response to that environment. Очень часто это просто то поведение, которое ребенок проявляет, потому что они были в неблагоприятном среде до этого. So many parents take this behavior as a feeling that they're not being a good parent. И очень часто приемные родители думают, что проблемное поведение встречается у детей, потому что они плохие родители. But this is behavior that's been learned from the previous environment, and the foster parent should not take this personally. Но на самом деле это очень часто встречаемое поведение, и приемные родители не должны думать, что это их вина, что проблемное поведение получается. So these behaviors are not likely to completely disappear, but they can get better. Скорее всего, проблемное поведение не исчезнет совсем, но, скорее всего, ситуация улучшится. Проблемное поведение будет реже встречаться со временем. Parents should know that these behaviors have often served these children well in the past. Приемные родители должны понимать, что, скорее всего, такое проблемное поведение до этого ребенку, в принципе, помогало. It's important to recognize how important the behavior problems are, because they're a common reason why placements disrupt. И очень важно это понимать и понимать, что это часто случается, потому что чаще всего проблемное поведение – это та самая причина, почему в итоге ребенка убирают из семьи. Возвращаются в приемную семью. Okay, so what you want to do is you want to replace this challenging behavior with new acceptable behaviors. И вот что мы пытаемся сделать, и что родителям нужно постараться сделать, это заместить проблемное поведение новым допустимым поведением. So these are slides that my wife has provided for me because she works with foster care kids a lot. И вот эти слайды для меня подготовила моя жена, потому что она часто работает с детьми с проблемой поведения в приемных семьях. And this is one way of doing it, but I think it's a helpful way of looking at it. И вот тот метод, который там описан, это один только из методов, которыми можно пользоваться, но мне кажется, что он очень полезный.
All right, so what you want to do is you want to go through the behavior with the child, helping them understand why they do it. И вот что нужно сделать? Сначала нужно рассказать ребенку про вот это поведение, которое вы замечаете, и рассказать, что он делает, что вы замечаете. So you want to tell the child that behavior is no longer needed because they don't have to worry about that same situation because they're in a safe environment now. И нужно объяснить ребенку, что такое поведение уже не нужно, что они уже не попадут в такую опасную ситуацию, и им не нужно себя таким образом из нее спасать. So tell the child what alternative behavior you expect. Расскажите ребенку, какое поведение допустимое вы от него ожидаете в такой ситуации. And then you want to demonstrate it to them. А потом вам нужно его продемонстрировать, это поведение ребенку. And this is the kind of thing you have to do repeatedly. И такое нужно повторять достаточно часто. So a common thing would be a child will hit you. Например, один из хороших примеров, частых примеров проблемного поведения, это что ребенок вас ударит. So you can tell them why they might be doing this, but you don't have to do that anymore because you're safe. И можно им сказать: я понимаю, почему вы это делаете, но я понимаю, почему ребенок это делает, сказать ребенку, но тебе больше не нужно так себя вести, потому что теперь ты в безопасности. So instead of hitting, you can say, "Well, use your words to describe how you're feeling." Так что, например, вместо того, чтобы меня бить, попробуй использовать свои слова и рассказать, что ты хочешь. And that might be hard for that child to do И, because возможно, это будет достаточно сложно для ребенка. they may not have the vocabulary to do that. Возможно, у них еще не такой богатый словарный запас, чтобы все это объяснить. But you can work on them to help put the emotional words into their mouth so that they know how they're feeling. Но можно им подсказать какие-то эмоциональные слова, чтобы ребенок научился объяснять свои эмоции. And after you do it enough times, it actually starts working. The children will be able to tell you how they feel rather than actually act out what they're feeling. И если мы постоянно продолжаем это проявлять, ребенок может научиться и уже использовать слова для того, чтобы объяснять, каким образом они себя чувствуют. So you can role play with that child. Также можно устраивать ролевые игры с ребенком. And I think this is where it's important to set the expectation that instead of being a parent like they would be for their biologic 4-year-old, that they're going to be a teacher. I think using the word teacher is very important as that foster parent is teaching that child coming into foster care how to react. И что важно, вот, например, в какой такой ролевой игре, что приемный родитель, как Дана считает, очень важно, что применять на себя роль учителя, что в данный момент вы учите приемного ребенка тому, как себя вести, к тому, как замещать проблемное поведение. И вот это именно само слово обучение, а не воспитание, как ему кажется, такая ролевая игра, это очень полезно думать это в таком направлении об этом. And you want to provide a lot of praise for the kids. А также очень помогает, если вы часто хвалите ребенка. And you want to provide them many opportunities to learn to use those new skills that they have. А также предлагать ему возможности успешно использовать это новое поведение, новый вид поведения, который вы его обучаете. All right, once they've replaced that old behavior with new behavior, don't let them backslide. После того, как ребенок уже успешно освоил и заменил проблемное поведение приемлемым поведением, не сдавайтесь и не позволяйте старому виду поведения обратно вернуться в его жизнь. If they revert to the old behavior, ignore it. Если, например, они опять начинают вести себя по-старому, просто игнорируйте это. And remember to remind the child that the new successful behavior is the one that should be used instead. И напоминайте ребенку, что то новое, успешное использование нового вида поведения – это то, чего вы ожидаете от него в этот момент. Это то, чем нужно сейчас, как нужно себя вести. So be alert to when the child may want to revert to the old behavior. Так что будьте внимательны, когда замечаете, что ребенок начинает вести себя, как раньше вел себя. You may know situations that may remind the child of previous bad experiences that they had. Возможно, вы знаете, в каких ситуациях чаще всего у ребенка проявляется это проблемное поведение. Возможно, вы их уже узнаете.
And that's why being very deliberate and very structured is important, because you can minimize those experiences that may remind the child of past bad experiences. И поэтому вот иметь такую рутину, иметь структурированный режим дня может помочь, потому что, возможно, вы можете избегать ситуаций, в которых достаточно часто проявляется проблемное поведение. So this is a very hands-on kind of thing. If a child does go back to that bad behavior, you just have to look them in the eye, touch them, and say stop, and let's talk about what's going on here. И нужно быть внимательным, если ребенок опять начинает проявлять это проблемное поведение, то нужно его остановить, возможно, положить на него руку или сказать ему «остановись, давай поговорим», это опять начинает происходить. And of course you have to do this at various levels depending on the developmental status of the child. Ну, естественно, есть разные способы коммуникации, которые зависят от того, на каком уровне развития находится ребенок. So especially in times of stress, you may see the reemergence of this kind of behavior. И особенно в стрессовых ситуациях такое проблемное поведение может появляться опять. So when a child's tired, when a child's in a new environment, when a child's around new people that they don't know very well, all of these kinds of things may bring this behavior out again. Ну, например, когда ребенок устал или когда ребенок в какой-то новой обстановке, которую он не знает, все это может привести к тому, что у него опять он возвращается к своему проблемному поведению. Now remember, children use you as the barometer of the weather. Но нужно помнить, что ребенок использует приемного родителя как такой термометр, который показывает температуру. So if you're nice and calm, even in the middle of chaos. Так что если вы спокойны и сдержаны, даже если все вокруг вас хаотично, your child is more likely to remain calm. Скорее всего, ребенок тоже останется спокойным. If you're very reactive to their behavior, then that child is going to become even more reactive. А если вы очень реактивны, если вы начинаете очень сильно реагировать на их проблемное поведение, то, скорее всего, и проблемное поведение будет встречаться чаще, и ребенок будет более реактивным. So you're the adult, you need to remain in control, you need to modulate your own feelings about this, and that will help your child look at you as a role model for how to react in that situation. Так что вам, как взрослому, нужно регулировать и свои эмоции, и свое поведение, и быть ролевой моделью для своего приемного ребенка, чтобы он тоже понимал, что нужно вести себя спокойно в каких-то ситуациях, и оставаться спокойным. And I think most important, you do have to take care of yourself. А также, мне кажется, что очень важно помнить, что нужно и уделять время на себя и следить за собой. You know, I come from a part of the United States where people are very stoic. Stoic. We're very, very tough and. Вот я, например, из такой части Соединенных Штатов Америки, где все такие пытаются быть героями, они все пытаются ношу пронести, пытаются несломимыми быть. And people say, "Oh, don't worry about me. I can take care of it. I don't have to sleep, or I don't have to rest. I just have to look after my child." И люди часто говорят, что, ой, не волнуйтесь обо мне, я все могу сделать. Мне главное нужно, у меня есть дела, я должен следить за семьей, я должен за ребенком, но моих проблем не существует. Okay, but remember what they tell you on the airplane. Ну а теперь вспомните, что вам говорят, если вы садитесь в самолет. Put your seatbelt on first, and then help the other person. Сначала пристегните свой ремень, а потом уже помогите человеку рядом с вами. So you have to take care of yourself before you take care of your child, or your child's not going to get the care that they need. Так что нужно сначала позаботиться о себе для того, чтобы вы могли заботиться о своем ребенке. Иначе ребенок не получит той заботы, которая им нужна. Okay, specific problems like post-traumatic stress disorder. И давайте сейчас посмотрим на какие-то такие уже более конкретные случаи, как посттравматическое стрессовое расстройство. I'm not going to go through these in detail. Again, you can check the website for specific things. Опять же, я не буду рассказывать все детали, можно будет на слайдах на сайте фонда посмотреть и почитать все.
I think for things like post-traumatic stress disorder, depression, anxiety, those are things that you really need help with a psychologist with. Мне кажется, что самый главный совет, когда мы говорим про посттравматическое стрессовое расстройство, про депрессию, очень необходима помощь психолога в таких ситуациях. I do want to spend a little bit of time talking about attention deficit problems. Я хочу немножко поговорить про проблемы с вниманием. If you remember from my slides this morning, attention deficit problems are the most common mental health problems that we see in these kids. Вот если помните то, о чем я говорила сегодня с утра, проблемы с дефицитом внимания чаще всего встречаются у детей в приемных семьях. Okay. What I would like to say is that the diagnosis of attention deficit problems is quite complicated in kids who have experienced adversity. Что я хочу сказать, сразу предупредить, что постановка диагноза у детей из приемных семей и у детей, у которых был неблагоприятный опыт, постановка диагноза дефицит внимания достаточно сложная задача. So a lot of kids that are diagnosed with attention problems really have problems with anxiety. Потому что очень часто у тех детей, у которых стоит диагноз, что у них проблемы с вниманием, на самом деле, какие у них есть проблемы, это проблемы с волнением и со стрессом. So anxiety can look like attention problems because kids are always on the lookout for bad things around them that might be happening. Ну и волнение очень часто выглядит так, как будто бы это дефицит внимания, потому что ребенок постоянно пытается посмотреть, есть ли что-нибудь, что, возможно, его будет больше волновать и от чего он переживает. If you're looking for problems all around you, it's very, very difficult to pay attention to the teacher in front of the room or your parent when they're trying to tell you something because you're always scanning the room for things that might be threats for you. И, соответственно, когда мы все время думаем и пытаемся найти что-то, что может пойти не так, и все время волнуемся, что что-то не то, и пытаемся в комнате все время найти, что же может нам привести больше волнения, очень тяжело сконцентрироваться на учителе или на родителе, который нам пытается что-то объяснить. So this is called hypervigilism, being hypervigilant. I don't have it on the slide, I don't think. И вот в таких случаях это называется, на английском термин звучит как супервижуализм, наверное, когда ребенок все время на чеку, слишком сильно на чеку, суперчувствительный. Не совсем. Все напряженно, обозревает все время. Да. Да. Right. And a very structured environment where they know that they're safe and they know that they don't have to be worried about that can be very helpful for them. И вот для таких случаев для ребенка, что может быть достаточно полезным, это вот эта вот структурированная среда вокруг ребенка, чтобы он знал, что будет дальше происходить. And kids, once they're removed from their family and go into a new environment, may be very confused about what they're seeing and may act as if they have the lack of attention. И, соответственно, когда ребенок изъят из семьи, они очень часто могут не особо понимать, что с ним должно происходить, что будет в их новой среде и новой семье происходить. Из-за этого они очень часто получают диагноз дефицита внимания, а на самом деле они просто не очень понимают, что должно происходить. Практически это не ставится вообще такой. In Russia it's not very often that the diagnosis is given. But some people are saying, no, we do. Okay. Overdiagnosed. Говорят, что уже начали, уже Now they just started to actually Okay, overdiagnosing. We have a terrible problem in the United States with overdiagnosis. Он говорит, что в Соединенных Штатах Америки ужасные проблемы с тем, что слишком много диагнозов на всех ставят. You know, and it's very easy for physicians to prescribe drugs in the United States for attention problems. So I just want, if that's not happening here, that's great.
late, but if it is, starting to happen. yeah. И он говорит, что вот у нас очень часто врачу очень удобно просто написать рецепт, чтобы лекарства начали выдавать на дефицит внимания ребенка, и все, и успокоиться на этом. И он говорит, что если в России такого не происходит, это очень здорово. Если начинает такое происходить, он хочет, чтобы все, что это, конечно, за этим нужно быть внимательным, очень следить. The other problem that we see is that a lot of kids with, in quotes, attention problems really have hearing problems. А еще что мы замечаем, что очень часто у детей, у которых стоит вот этот диагноз, что у них дефицит внимания, на самом деле, что там происходит, это у них нарушение слуха. So every child who appears to have attention problems, really we should make sure that their hearing is normal. Так что мы стараемся сделать, это если у ребенка либо подозревают, либо стоит диагноз дефицита внимания, то мы стараемся проверить, есть ли у них нарушение слуха. So what can you do to help a child? Итак, как мы можем помочь ребенку? Well, I think, again, a very structured environment is very helpful. Ну, во-первых, очень структурированный день и домашнее устройство, это очень помогает. And, again, as long as the child knows what's going to happen, it's a very predictable environment. Oftentimes, a lot of the attention problems actually get better. И когда ребенок знает, что ожидать, он знает, что с ним будет происходить в течение дня, очень часто проблемы с вниманием, они уходят. All right, what about some just general advice about some of the common, mundane, daily things that we do А with теперь kids? несколько общих советов для родителей. All right, so feeding problems. We have a variety of eating problems and feeding problems that we see in kids coming into care. Вот есть разные проблемы с кормлением, питанием у детей, которые попадают в приемную семью. We talked about the overeating in kids coming in to care and how necessary that is for them to recover. It's important not to diagnose that as a problem, but more of a response to the fact that they're rapidly growing. Вот мы уже говорили сегодня про то, что очень часто дети очень много едят, когда только попадают в приемную семью, и очень важно, что мы не ставим диагноз переедания, когда на самом деле, что делает ребенок, это пытается догнать рост. Eating problems are common. We've had lectures here about eating problems, and I'm going to have the specific slides on eating problems on the website so you can take a look at them. Мы достаточно много уже говорили про проблемы с питанием, и была целая лекция про это, и слайды, которые в итоге будут опубликованы, в них тоже будет информация про проблемы с принятием пищи. Sleeping problems are also very common among children who are in care. Также проблемы со сном очень часто встречаются у детей, которые в приемной семье. And I think we have a specific lecture on sleep problems this afternoon at some point. А также Next у нас one. есть еще лекция Джо Стивенс про проблемы со сном, которая сейчас параллельно тоже проходит, которую тоже можно будет посмотреть на сайте и на канале YouTube. So again, I will leave these slides on the website that you can look at, and you can attend the specific talk about sleep problems this afternoon. Потом посмотреть информацию необходимую и почитать больше деталей про эту тему. These kids also come into care with problems with knowledge of hygiene. А также очень часто мы встречаемся с такой проблемой, что дети, которые попадают в приемную семью, очень часто ничего не знают про гигиену. They've not been taught typical hygiene routines. Многих детей никогда не учили таким повседневным, обычным рутинам и личной гигиене. And these kids need just be taught the basic routines that are involved with proper hygiene. Так что, возможно, таких детей нужно обучить, как пользоваться средствами личной гигиены и какие процедуры гигиенические необходимо производить и как. So one of the interesting things that was done in the United States was there was actually a real attempt to find out what kids in foster care really want. И вот было интересное очень исследование, когда в Соединенных Штатах они пытались понять, а что же хотят дети в приемных семьях. And one of the things was that they wanted to make sure that they were kept in touch with their siblings. И вот, например, один из результатов, они узнали, что дети говорили, что они хотят узнать, что происходит с их братьями и сестрами.
So another one is kind of a sad one, which was help us resolve our problems, don't medicate us. А еще вот это достаточно грустно, что они это узнали. Он говорит, что достаточно тяжело это читать это. Но, например, дети сказали, что они хотят, чтобы им помогли с их проблемами, а не просто давали им лекарства. Over-medication of children in the United States in foster care is a huge problem. Many of these kids are on psychotropic medications. They have not been monitored correctly. They have not been prescribed correctly. It's easy to prescribe a pill. It's much more difficult to help kids work through the issues that they have. И Дана говорит, что в Соединенных Штатах это очень распространенная проблема, что детям прописывают слишком много лекарств, потому что врачам гораздо проще просто прописать лекарства, чем помочь ребенку справляться с их проблемой самостоятельно. So the third one was they wanted to have more positive encouragement. Также еще дети сказали, что они хотят, чтобы их поощряли. They just don't want to be told that they're bad kids. They want to be told that there are things that can be done, and we're going to help you do it. Они говорили, что мы не хотим, чтобы нам просто сказали, что вы плохие дети. Мы хотели, чтобы нам помогали быть лучше и помогали нам развиваться. Kids in our foster care system in the United States don't feel important and want to be treated as if they are important. А также дети говорили, что им не кажется, что они важны, и они хотели, чтобы с ними общались с уважением. Remember, you're bringing a child into your family that already has had a family in many situations. И нужно помнить, что очень часто к вам приходит ребенок, который уже до этого был какой-то в другой семье. And even if it's a dysfunctional family that they come from, that family had traditions and values. И даже если эта семья была достаточно дисфункциональная, у них тоже были какие-то традиции и какие-то привычки. And those traditions and values need to be honored. И нужно уважать их культурные и семейные ценности. And I've seen kids who were very upset when they come into families because their religious traditions were not honored, their background, their ethnic background has not been honored, and it's very important to make sure that kids know that they are individuals with intrinsic dignity and worth. И вот, например, я встречала достаточно много детей, которые очень расстраивались, потому что, например, их традиции, которые связаны с их культурой или с религией, в новой приемной семье не уважались и не соблюдались. И они из-за этого теряли свою идентичность. Так что очень важно уважать и принимать культурные и семейные ценности детей, которые приходят в семью. They want foster parents to recognize that they're not going to be perfect. А также они хотят, чтобы приемные родители понимали, что приемные дети не будут идеальными. And they want to be encouraged to achieve the goals that they're interested in. А также они хотят, чтобы их поощряли в достижении тех целей, которые они хотят достигнуть. They don't want you to think that anything is unrealistic. Они говорят, что они не хотят, чтобы вы им говорили, что эти цели невозможно достичь. So finally, focus on strengths. И как вы Focus on the strengths. А самое главное, нужно нацелиться на сильные стороны. So in other words, you don't want to be telling your foster kids all the bad things they're doing. То есть самое важное, что не нужно говорить детям про то, что они все делают неправильно. You want to focus on what their strengths are. Нужно сфокусироваться на том, что они делают хорошо. So we know that children who do face adversity often do better in life if given the appropriate support than individuals who face no adversity at all. Ну вот мы знаем из исследований, что те дети, которые были в неблагоприятной среде, у которых был неблагоприятный опыт, с поддержкой они достигают лучших результатов.
If you think back in our heroes in history or currently, almost all of them have had some adversity in their lives. И мы вот знаем, что, например, очень многие герои нашего времени или исторические герои, какие-то выдающиеся личности, они часто проходили через какие-то испытания или неблагоприятный опыт. But they've usually had that buffer, that parent who has stepped in and helped them through that period of adversity and helped them achieve things. Но у них у всех был кто-то, кто им помогал, когда было тяжело. Это, возможно, был родитель или что-то еще, но у них была поддержка, когда они находились в тяжелых ситуациях. And obviously we want to help the kids focus on the strengths and not their weakness. И, конечно же, мы хотим, чтобы дети в приемных семьях, в любых семьях, чтобы они сфокусировались на своих сильных сторонах, а не на том, что у них не так хорошо получается. Okay, I want to end up by talking about this whole business of the long-term effects of adversity on health. И в заключение я бы хотела немножко поговорить о том, какие последствия у того, что ребенок находился в учреждении. Now, remember this morning we talked about the telomeres and the fact that exposure to adversity erodes the telomeres quicker and causes us to age faster. Но помните, мы сегодня с утра на пленарной сессии говорили о том, что пребывание в системе учреждений ускоряет потерю теломеров. So Christine talked about the Kaiser Permanente study looking at early adversity. Но вот одна Кристин сегодня с утра говорила про вот это вот исследование, которое говорило про неблагоприятный детский опыт. And we talked about the fact that the children who had 4 or more adverse circumstances in their lives or 4 or more adverse experiences were much more likely to have both psychological problems and medical problems. И вот она рассказывала про это исследование, говорила, что чем больше неблагоприятного опыта у ребенка, и вот если больше 4 особенно по этой шкале, тем больше психологических проблем с психологическим здоровьем, психическим здоровьем и физическим здоровьем у ребенка. And we talked about how in the Bucharest study, the kids who had the shortest telomeres also had the worst health. А также мы говорили, когда он рассказывал про исследования в Бухаресте, которые они делают, как у детей с наиболее неблагоприятными опытом были самые короткие теломеры и самое низкое развитие. Okay, so what does this mean for kids in foster care? Ну и что это вообще все значит, когда мы говорим про детей в приемных семьях? So there was a study in the United States looking at kind of normal teens, or these are young adults coming out of foster care. Вот было такое исследование в Соединенных Штатах, где смотрели на подростков в типичных семьях, в приемных семьях. Then we had kids who were not in foster care but experienced some degree of social adversity. А также были дети, которые не в приемных семьях, но у них какие-то социальные проблемы были в их семье или в их личном опыте. So normal kids are in the red, the ones that experience social adversity are in the yellow, and the kids who were coming out of foster care are in the blue. Ну вот видите на графике красным обозначены дети в стабильной экономически защищенные, желтым экономически незащищенные, а синим из приемных семей. So they looked at 4 health risk areas. И они смотрели на 3 группы риска здоровья. So high blood pressure, kids who smoked, Гипертензия, соответственно, повышенное давление, курение, attention problems, дефицит внимания and asthma. и астма. And you can see that the kids who were coming out of foster care all had the highest incidence of all of these problems. И вот как видите здесь на графике, у детей из приемных семей самые высокие показания по всем этим зонам риска. So what I would say is that not only do we have to be concerned about the health issues in children when they're just joining their foster family, but these are children who are going to be at risk in the future and deserve being followed much more carefully for these adverse
medical problems that they may develop. И я хочу обратить ваше внимание, что это показывает, что ребенку нужно особое сопровождение не только, когда он только попадает в приемную семью, а также нам нужно понимать, что зона риска, что этот ребенок будет находиться в зоне риска по здоровью на протяжении всей жизни, и нам нужно уделять больше внимания осмотрам при всей жизни взросления этого ребенка. So Christine this morning talked about the transgenerational effects of adversity. Вот сегодня Кристин говорила про разные поколения и про то, как неблагоприятный опыт в разных поколениях проявлял свои эффекты. We can pass the effects of adversity on to our children and our grandchildren and our great-grandchildren. Мы можем передавать последствия неблагоприятного опыта и своим детям, и своим внукам, и правнукам. And this occurs probably not only from alterations in the gene in our DNA, but also in behavioral aspects too, of behavior toward children and behavior and choice of a mate. И дело тут не только в том, какие изменения на генетическом уровне происходят, и как ДНК меняется и передается от одного поколения к другому, а также мы говорим тут еще про поведение, воспитание детей и то, как одно поколение воспитывает другое. So that's something very ominous to think about. Это что-то, о чем нам нужно задумываться. But I want to turn it around and say it's something very optimistic to think about. Но я хотела бы сказать, преподнести это немножко в другом ключе, что это на самом деле очень позитивное, что можно на это смотреть с позитивной стороны. Because if you can change the environment for a child who's experienced adversity, потому что это значит, что если мы можем изменить обстановку для ребенка, который был в неблагоприятной среде, that child can be changed for the better. У этого ребенка он может измениться к лучшему. So, here we have 4 generations. Вот здесь на этой фотографии 4 поколения. So what the grandmother, great-grandmother прабабушка, бабушка experienced, that little baby will be affected by. И вот опыт этой бабушки и прабабушки, они повлияют на вот этого маленького ребенка. And we know that that can happen because we've traced it through generations of adverse experiences. И мы это знаем, потому что проводились исследования, где вот так вот пытались смотреть на разные поколения и на то, как неблагоприятный опыт влияет на последующие поколения. But if that grandmother had an experience that might affect that newborn, the love and affection that baby can get from her mother can change that situation. И вот, например, если у бабушки на этой фотографии был какой-то неблагоприятный детский опыт, это могло повлиять на то, как мамочка этого ребенка будет вести себя с маленьким ребенком. So that's my son Gabriel. Вот это мой сын Габриэл. He was born a low birth weight baby in India. Он родился в Индии, и у него был очень низкий вес. He was abandoned at birth. И его оставили при рождении, его родители. So those are adverse experiences. Это все неблагоприятный травматический опыт, ранний опыт для этого ребенка. But that can change. Но это все может измениться. So here's Gabriel when he was little again. Ну вот опять фотография Габриэля, когда он был совсем маленьким. So here's Gabriel now. А это он теперь. Now I'd like to take credit for that, of course. Естественно, хочу сказать, что я хочу всегда говорить, что это моя заслуга. But obviously everything in Gabriel's life has affected how well he's doing. Но на самом деле это не только я, все остальные элементы жизни Габриэля, которые в итоге привели его вот к этой фотографии уже. So how is the alteration in Gabriel's life going to affect the future? И как вот изменение в жизни Габриэля будет изменять будущее? So you can see that's his family now. Вот это его семья теперь. And that will affect his children. И это повлияет его опыт, повлияет на его детей. And his children's children. И его внуков. So let's look at what could actually happen. Давайте посмотрим, что на самом деле может случиться. All right, the transgenerational effect of nurture. Посмотрим на влияние заботы и воспитания, передающиеся через поколение. So if you look over time, most things go up in a straight line fashion. Почти очень часто все идет такой одной прямой. So that's a linear relationship. Это линейное отношение. However, when we talk about transgenerational effects, it's
exponential relationship. А когда мы говорим про эффекты, которые передаются через поколение, это экспоненциальные отношения. So the experience is magnified in subsequent generations. Соответственно, каждый опыт, он в итоге приумножается при каждом следующем поколении. All right. Let's put a hypothetical situation in place. Ну, давайте гипотетически подумаем, составим гипотетическую ситуацию. So we take 1,000 people that are trained through the activities that you're doing. Вот у нас есть 1000 человек, которые были обучены каким-то активностям, которые мы делаем. And over the lifetime of those 1,000 caregivers, they influence 30 kids for the better. И вот эти 1000 человек, которые ухаживающие родители, они влияют на 30 детей. All right. So in 2018, we have 1,000 caregivers helping 30 kids. Вот у нас в 2018 году 1000. 2000 детей каждый. Each of them is Each of the Да, каждый из приемных родителей влияет на 30 детей. То есть в итоге у нас получается 30 тысяч детей. So in 20 years, we have 30,000 people who have been positively affected by that experience. И вот через 30 лет, через 20 лет, в 2038 году у нас есть уже 30 тысяч человек, которые получили позитивный опыт от этих родителей. So they affect 30 kids each. То есть каждый из этих ухаживающих взрослых индивидуально повлиял на 30 детей. So in 2058, we have 900,000 people who have been positively nurtured. А вот теперь смотрим, что в 2058 году у нас уже почти 1 миллион людей, на которых повлияли вот эти вот наши 1000 ухаживающих взрослых. So each of those 900,000 influenced 30 children. Ну и так далее. Каждый из этих 900 тысяч повлиял на 30 детей. So in 60 years, we Так что через 60 лет positively affected 27 million individuals. мы произвели положительное влияние на 27 миллионов человек. So each little child that you help, Так что каждый ребенок, которому вы помогаете, that you bring into your family, that you're exposed to, которого приглашаете в свою семью, has a magnifying effect. он приумножает ваше влияние, оно приумножается с поколениями. And pretty soon we're living in a society where everyone takes care of each other. И, может быть, через какое-то количество времени мы все будем жить в обществе, где все друг за другом, друг за другом заботятся. Okay, so this is my mother and father with me. Вот это Дана и его родители. So this was 69 years ago, Это было 69 лет назад. and I'm not paying attention to them any better than I did the rest of my life. И я на них так и не обращала внимания, как не обращаю внимания на эту фотографию. All right, so families are important for a number of reasons. Семьи важны по ряду причин. So there's a biologic reason that families are important, Есть биологические причины, почему семьи важны. because they help us survive. We couldn't survive without our family. Потому что они нам помогают выживать. Мы бы не смогли выжить без семьи. So there's a personal reason that my family is important, because they taught me everything I know. They provided emotional sustenance for me. They've been the rock of my life. А также есть личные причины, почему моя семья для меня важна. Они дали мне все, что у меня когда-либо было. Они всегда были моей эмоциональной поддержкой. Они дали мне любовь, и все, они всегда были тем, на что я мог опереться в своей жизни. But societies also benefit from families. А также общество развивается за счет семей. When we provide a home for a child, we're strengthening our society and making it better. Когда мы принимаем ребенка в семью, мы улучшаем наше общество, мы делаем его сильнее. So go forward with your work. You're affecting not only the kids that you have in your care, but future generations of children, and you're making the world a better place. Так что продолжайте свою работу, потому что вы влияете позитивно не только на ваших детей, а также на все общество и на остальные поколения, которые еще будут в этом мире. So thank you for coming, and I'll be happy to Спасибо answer большое за то, questions. что вы пришли, и я с удовольствием отвечу на все вопросы.
есть третий микрофон? Тоже будет. Там есть еще два, но они временно не работают. Не работает? А записи не будет? Да, тогда у нас на видео не будет голоса, если не работает. Попробуйте еще раз нажать. Можно короткий вопрос, и не очень умный, но сегодня прозвучало, что если есть у ребенка опыт депривации, да, то у него обязательно есть определенные последствия. Оценим ли, какой длины должен быть этот опыт, чтобы он реально влиялся? Well, the Bucharest study provides a little insight into that. То исследование, которое было проведено в Бухаресте, оно немножко нам открывает, дает какую-то информацию про это. So it depends on the area that you're looking at. В зависимости от того, на какую область вы рассматриваете. So, for instance, some of the earliest cutoff points, if you take a child out of an institution or out of a deprived situation before they're a year of age, they tend to grow better than if Вот, they come например, out если after. забрать ребенка из учреждения до года или из депривации, то они чаще растут лучше. So language, it's about 18 months. Для речи это обычно 18 месяцев. Social skills, it's about 21 months. Для социальных навыков это обычно 21 месяц. Attachment, cognitive ability, electrical activity of the brain, it's about 2 years. Привязанность, когнитивное развитие и EEG, or just the electrical activity? Yeah. активность мозга 2 years. 2 года. So no time period longer than 2 years has been identified yet. So if children are going to recover a lot of their function, they really should be placed within a home within a couple of years. Но вот у них нет данных еще про то, что происходит после 22 лет. Еще нет данных, которые показывают, что появилось какое-то позитивное улучшение после 2 лет. Но, в принципе, совет такой, что нужно как можно быстрее помещать ребенка в семью. Спасибо. Еще один вопрос? Первый вопрос. Можно ли получить ваши контактные данные для дальнейших контактов? Дана Джонсон. Oh, yeah. И второй вопрос к аудитории. Есть ли в аудитории представители организаций российских, которые проводят диагностику детей с депривацией любого возраста? На второй я отвечу, да, безусловно, есть. И таких организаций в России достаточно много, включая наш фонд. Вот специалисты здесь сидят. И вопрос, да, первый, да, дает ли Дана свои контакты? Есть какие-то контакты организации, на которые можно писать? I had a slide, but I think I eliminated it, but I'll be glad to give you my card if you want to come up. Он говорил, что у него был слайд, на котором были все его контактная информация, но он случайно его удалил, но он с удовольствием поделится. Вот у него есть его визитки, и все, кто хочет, могут взять его визитку здесь со стола. Спасибо. Давайте последний вопрос по делу. Есть у кого-то еще вопрос? Кто очень хочет его задать? Нет, Алена? Нет, ладно. I may be speaking from a UK cultural perspective, but have you got any advice or any thoughts on the areas of contact between the birth family and the foster child after fostering? Yeah. Вопрос Кристин задала, она говорит, что, наверное, возможно, мой вопрос обоснован тем, что я все-таки из культурного, из Великобритании, и вот мы думаем про это достаточно часто. Что вы думаете о том, как произойдет контакт биологической семьи и приемной семьи? So this is a very interesting issue now, especially in the era of social media. Но это очень сложная тема, тем более, когда у нас сейчас есть социальные сети. One thing we know is that
children want to maintain contact with their birth family. Но вот что мы уже знаем из исследований, это то, что часто дети хотят поддерживать контакт со своей биологической семьей. In fact, when you look at what happens to kids graduating from the foster care system, many of them wind up going back to living with their birth parents. И вот что мы заметили, очень часто дети, которые проходили через приемные семьи, после того, как они вырастают, они иногда возвращаются в свою биологическую семью. So the family of origin is very, very important. Так что биологическая семья, она очень важна. But the question is contact good? And if it is good, when is it good? And if it's bad, when is it bad? Но главный вопрос и самый сложный вопрос – это когда этот контакт с биологической семьей, и хорошо ли это или плохо? So if a parent has been physically or sexually abusing a child, и если, например, в биологической семье было биологическое или сексуальное насилие к ребенку, it may not be the best idea for that child to come into contact with that family for a while. Возможно, ребенку не стоит идти на контакт с этой семьей. So I think it all depends on the situation. Так что все зависит от ситуации. I think it all depends on how the family, how the parents are working it out so they can be better parents. Очень сильно влияет то, что делают, собственно, родители. Пытаются ли они каким-то образом стать родителями, улучшить свои родительские навыки. Obviously, if parental rights have not been terminated, особенно если у родителей не забирали родительские права. That parent has a right to visit with their child, but that right may have to be monitored by people. Тогда по закону у родителей есть право посещать ребенка, но иногда нужно это контролировать. So safety of the child is very important. Безопасность ребенка важнее всего. But also the long-term relationship of that child to the parent needs to be acknowledged too. А также, но при этом необходимо понимать, что нужно думать и про долгосрочные отношения этого ребенка с его родителями биологическими. What we're facing now in the United States, and I think this is probably true everywhere else. И вот что происходит сейчас в Соединенных Штатах и, возможно, и во всем мире. Is that with the availability of social media, что когда вот теперь у нас есть у всех социальные сети, a lot of contact is taking place without people knowing about it. Очень часто этот контакт происходит без знания, то есть никто не знает, что он происходит, а он происходит. So parents who have lost custody or may have been sexually or physically abusing children. И иногда биологические родители, которые проводили насилие над ребенком, либо у которых забрали родительские права, have been contacting children via social media. Они, возможно, пытались связаться с ребенком в социальных сетях. And continuing that psychological abuse. И продолжают вот это психологическое насилие над ребенком. So I think adoptive parents, foster parents must be very, very cognizant of the possibilities that social media now offers. Так что мне кажется, что приемные родители должны понимать, какие риски есть вот в социальных сетях и понимать, что такое может происходить. And that can be both good and bad. И это может быть и хорошо, и плохо.